Это видео может стать одним из самых неожиданных видео 2026 года, потому что после всего, что произошло в последнее время, я чувствую, что мы больше не можем притворяться, будто это просто совпадение. Потому что каждый раз, когда Тэхён пытается что-то показать по-своему, всегда находятся люди, которые спешат это замять, как будто того, что мы видели, на самом деле не было. Но если честно, Тэхён и Чингук сами никогда не скрывали свою близость. И, как я всегда говорила на этом канале, я никогда не хотела принизить другого участника или развязать фанатскую войну. Я уважаю всех 7 участников Бэнгтрон как семью. Но уважение ко всем участникам не означает, что мы должны притворяться слепыми к отношениям, которые, очевидно, до сих пор очень крепки между Тэхёном и Чингуком. Особенно после того, как они закончили, что делает их еще сильнее, а именно военную службу, и снова показали химию, которая кажется еще глубже, чем раньше. Потому что если что-то и изменилось в 2026 году, так это то, как Тэхён и Чингук перестали бояться показывать свою близость друг с другом. И все это кажется еще более очевидным сейчас, когда постепенно начинается подготовка к камбэку BTS. Люди постоянно требуют новых доказательств, как будто всех моментов, которые мы видели после службы в армии, недостаточно, чтобы показать, что их отношения не изменились. Но с начала этого года появилось так много мелочей, которые сделали это еще более реальным. От того, как Чингук, кажется, снова обращает внимание на Тэхёна во время каждого группового взаимодействия, до того, как Тэхён подсознательно ищет Чингука взглядом, даже когда камера не направлена на них. И самое интересное – это то, как сильно изменилась их аура. Это больше не похоже на двух людей, пытающихся скрыть свою близость. Это похоже на двух людей, которые слишком расслабились, чтобы обращать внимание на мнение публики. Потому что после службы в армии они кажутся намного спокойнее. Но в то же время гораздо более неразлучными. И, возможно, именно поэтому люди снова начинают паниковать всякий раз, когда Тэхён и Чингук появляются вместе. Потому что чем больше они пытаются это отрицать, тем больше Тэхён и Чингук показывают, что их отношения остались такими же, как и раньше. Даже стали крепче. Мы видим это потому, как они смотрят друг на друга, когда BTS снова выступают вместе. Взгляд, который кажется слишком знакомым, чтобы быть просто случайным взаимодействием. Потому, как Чингук слегка улыбается каждый раз, когда Тэхён говорит. И потому, как Тэхён по-прежнему обращает внимание на реакции Чингука прежде всего. Мелочи, подобные этим, могут показаться кому-то незначительными. Но те, кто следит за Тэкуком годами, знают, что именно мелкие детали всегда самые искренние. Потому что Тэхён и Чингук никогда не были из тех, кто переигрывает перед камерой. Они всегда были самыми искренними, когда не пытались ничего показать. И, возможно, именно поэтому каждый простой момент, который они разделяют, всегда кажется больше, чем все те истории, которые пытаются их разлучить. Особенно после их недавних взаимодействий в 2026 году, когда фанаты снова заговорили о том, что их отношения с тех пор практически не изменились. Даже когда другие участники шутят над ними, у Тэхёна и Чингука все еще свой маленький мир. То, как они понимают друг друга, не говоря ни слова. То, как Тэхён понимает все по выражению лица Чингука. И то, как Чингук по-прежнему относится к Тэхёну с той же нежностью, что и много лет назад. Ничего из этого нельзя подделать. Потому что такие отношения возникают только тогда, когда два человека прошли через многое вместе. И что делает их еще более привлекательными, так это то, что сейчас они кажутся гораздо свободнее. Больше нет той неловкой дистанции, которую раньше поддерживали люди, желая верить, что Тэкук изменился. Вместо этого, после службы в армии, они, кажется, вернулись к своим самым естественным «я». Как будто время, проведенное порознь, только заставило их осознать, насколько важны друг для друга. И, честно говоря, именно поэтому многим так трудно принять реальность. Годами продвигалась версия о том, что Тэхён и Чингук отдалились друг от друга. Но каждый раз, когда они появляются вместе, все эти теории рушатся.
Потому что никто не может годами притворяться, что им комфортно. Никто не может продолжать проявлять такое же равнодушие, если их отношения действительно изменились. И сам Тэхён, кажется, постоянно говорит нам, что Чингук по-прежнему один из самых важных людей его жизни. И Чингук тоже, он всегда выглядит наиболее комфортно рядом с Тэхёном. Возможно, это потому, что, в конечном счете, их отношения не были предназначены для того, чтобы их понимали все. И, возможно, именно поэтому они никогда не чувствуют необходимости что-либо объяснять. Потому что то, что они демонстрировали все это время, уже достаточно ясно тем, кто действительно внимателен. Люди могут продолжать строить теории, отрицать или пытаться найти другие оправдания. Но одно нельзя изменить. Тэхён и Чингук постоянно возвращаются друг к другу, даже после всех серьезных перемен в их жизни. И в 2026 году это кажется реальнее, чем когда-либо. Потому что теперь они демонстрировали не просто близость. Они демонстрировали комфорт, спокойствие и связь, которая сохранилась даже после того, как время, расстояние и попытки мира изменить все. И, возможно, именно поэтому Тэхёна и Чингука так трудно забыть. И, возможно, в конце концов, после всех теорий, всех слухов, всех долгих споров, которые никогда по-настоящему не прекращались, все, что осталось, это то, как Тэхён и Чингук постоянно возвращались друг к другу. Потому что мир, возможно, менялся так много раз. Время, возможно, двигалось так быстро. Возможно, они выросли, пережили боль, были разлучены графиками, расстоянием, даже сама жизнь не всегда была легкой. Но, как ни странно, каждый раз, когда они оказывались в одной комнате, они снова чувствовали себя как дома. Словно среди множества людей, приходящих и уходящих из их жизни, была одна фигура, которую они подсознательно искали. И, возможно, именно это делало их отношения такими особенными. Не потому, что они всегда делали все очевидным, а потому, что им это было не нужно. Потому что взгляд Чингука на Тэхёна был словно внезапное затишье в мире, который уже никогда не мог полностью спрятаться. А улыбка Тэхёна, когда Чингук был рядом, всегда была слишком мягкой, чтобы ее можно было принять как должное. Возможно, они никогда не говорили ничего напрямую. Но иногда любви не нужно большое признание, чтобы казаться настоящей. Потому что за всеми этими маленькими улыбками и простыми шутками скрывается чувство, которое кажется слишком искренним, чтобы быть фальшивым. Есть нежность, которая сохраняется даже после того, как они пережили такой сложный период в жизни. И есть то, как они понимают друг друга, не говоря многого, что делает все это намного глубже, чем простое совпадение. Возможно, мир никогда по-настоящему не узнает, что это за отношения. Возможно, они никогда не объяснят все это публике. Но, возможно, именно это и делает их историю такой прекрасной. Потому что некоторые отношения не предназначены для объяснения всем. Некоторые отношения достаточно просто прочувствовать. И Тэхён и Чингук за эти годы показали нам, как два человека могут выбрать друг друга, даже когда мир пытается развести их в разные стороны. Так пусть другие продолжают говорить, что им вздумается. Потому что пока Чингук смотрит на Тэхёна именно так. И пока Тэхён улыбается так, словно обретает покой, просто видя Чингука рядом, мы все знаем, что между ними есть что-то, что никогда не исчезает. Что-то, что тихо выдерживает испытание временем. Растет в тишине. И остается живым, даже когда это никогда не выражается словами. Потому что в конце концов, некоторые виды любви не нуждаются в объяснении. Их просто нужно найти в глазах двух людей, которые постоянно возвращаются друг к другу. Потому что некоторые отношения не нуждаются в подробном объяснении. Их просто нужно увидеть. И Тэхён и Чингук показывали нам это годами. И прежде чем это видео закончится, огромное спасибо, что остались до конца и выслушали все, что мы хотели сказать сегодня. Ваша поддержка наших видео, историй, которыми мы всегда делимся о Тэхёне и Чингуке, действительно значит больше, чем можно выразить словами.
И до следующего раза мы вернемся ко всем прекрасным моментам, которые всегда заставляли Текука чувствовать себя таким особенным.